А тут ужас. Это бонзай просто. Истерика. Слава нервных, просьба уйти от экрана. Всем здравствуйте! Сегодня у нас предстоит грандиозная работа. Даже можно сказать не сегодня, а на этой неделе. Это летняя кухня старая. Как видите, здесь очень много разного хлама. Но есть и какие-то и хорошие вещи. Их, правда, нужно уметь отыскать. Будем здесь убирать. Хотим из летней кухни сделать такую мини-мастерскую, чтобы здесь было удобно работать. Возможно, там отрезать болгарками, разными электроинструментами, потому что на улице часто идет то дождь, то снег. Ну, а здесь будет уже более комфортно. О, глянь, какая штука. О, самовар. Вот чего нам не хватало здесь на О, даче. да. Тут еще сапог одеть. И так От электричества. электрический, да. Шнур тут есть. Так что, Надо нужно- привести его в порядок. да, отреставрируешь? Ты это умеешь делать. Попробуем. На, держи. О, так, понесла я Самовар. вместо реставрации. Хочется уже побыстрее отреставрировать этот самовар и попить из него вкусного ароматного чая из трав. Так, куда тебе? Сюда. Кстати, многие из вас спрашивали в своих комментариях, почему мы здесь в кухне ходим в жилетках, в свитерах. Ну, все потому, что это пристройка к дому, и поэтому это самое прохладное место в доме. Ну, теперь Викочка у нас на кухне не будет мерзнуть, потому что мы приобрели вот такой красивенный воздухонагреватель Redwerk. В нем есть 3 режима. Просто вентилятор, обогрев наполовину и на полную мощность 3 киловатта, а также плавная регулировка температуры. Еще у него очень удобная ручка, также устойчивая ножка. Также здесь удобно регулировать поток воздуха, направляя его в любую сторону. Нагревательные элементы из керамики, как видите, имеют такую большую площадь, и поэтому поток воздуха должен нагреваться очень быстро. И мы сейчас с вами это проверим. А ну, Викулечка, давай проверим его на максимальную мощность. Давай. Так. Горячий поток воздуха. Очень горячий. Так, и посмотрите, какой сильный. Ну, я думаю, что минутки 2-3, и в этой комнате уже будет тепло и комфортно. Ура! И что еще немаловажно, что здесь есть автоматика. И когда воздух в помещении достигает нужной температуры, он попросту выключается. А когда температура опускается, он включается снова. Вот так легко и удобно. Если вы тоже хотите приобрести такой воздухонагреватель, переходите по ссылочке в описании под этим видео. А здесь я приступаю к удалению накипи внутри самовара. Для этого я добавляю 2-3 ложки лимонной кислоты, заливаю водой и довожу до кипения. А пока вода в самоваре нагревается, пойду помогать Роме. Еще у нас тут есть малютка, стиральная машина.
Вика уже на ней как-то стирала. Она вроде работает, поэтому мы, конечно же, ее оставим. Особенно она зимой нам пригодится, когда будем воду вручную носить, потому что шланги все на зиму перемерзают и вода у нас не идет. Но в колодце вода всегда есть. Такое еще 3 двери за столом. Такой полустул. Так, и 3 двери. Наверное, мы пока в гараж их отнесем. Ага. Вон такие двери хорошие. Получается, одна обычная и одна двойная, 2 створки. Поэтому, может, где-нибудь мы еще применим, да? Дерево хорошее. Такое. Со стеклом. Со стеклом, да, красивое. Так что понесли пока. Смотрите, что еще нашел интересное. Экстракт хвойный. Это чтобы принимать ванны. Так, 10.08.79 года. То 100-200 грамм на одну ванну. Ну, наверное, мы не будем ванну принимать, конечно, с этой штукой. Но все равно интересно. Кто работает, а кто отдыхает. Да, Альфа? Скажи, гулять мы любим. А сидеть возле Ромы мы любим больше. На лавочке тебе удобно? Нормально? Гулять, гулять, гулять. Идем гулять. Гулять. Гулять, пойдем. Ура! Побежали. Пошла звать Жужу. Пока стояла теплая погода, мы пошли немного погуляли с собачками, а потом продолжили расслабление этой летней кухни. Ух, погода меняется с каждым часом. Опять дождь пошел. Будем мокнуть. Шторки я хочу постирать. Они целые абсолютно. И повесить заново. Как думаете, отстираются они? Альфуша сидит грустненькая. Дождик, не побегаешь сильно. Ну ничего, отдохни немножко. Потом еще набегаешься. Много раз вешали ей шторку, но что-то она им не нравится. Они сдирают ее. И когда мы утром встаем, от шторки уже и след простыл. Да, Альфуша? О, у тебя какая штука? Еще? Ух ты, это ж коктейльница. Да, кто хочет поностальгировать, можем. Это этот, как ручной миксер. Да.
Ля, он еще работает. Ну, гляньте, какая штука. Напишите в комментариях, у кого в детстве такая была. И кому, может быть, родители или бабушки, дедушки делали коктейль. Ну, Нам молочный делали. и нам тоже делали с мороженым. Может, мы еще и попробуем, да? Сегодня Давай или попробуем. завтра молока купим и сделаем советский молочный коктейль. Супер. Еще поснимаем все эти вешалочки. Тоже их хорошенько отшлифуем. И, может быть, покрасим. Или лаком скроем. Все такое древнее, но очень интересное. Для полотенец, да, это получается? Тут можно мыло ложить и полотенце вешать. Ну да. Интересненькое. Еще одна находка. Бидон для молока. Кто в детстве ходил с таким бидоном к соседке за молоком? Я ходил, когда у бабушки жил. Таких у нас два было. Один такой, один цветной. А ну угадайте, а это что такое? Это самодельная мышеловка. Чтобы она заработала, нужно опустить вот эту штуку вниз. Затем одеть на крючочек. Все, курок взведен. И когда мыша забегает вот в это отверстие, да, тут тоже на крючочке обычно вешается или сыр, или хлебушек. И вот она его берет, и клац, и нет мышки. Но мы, конечно, его не будем использовать, потому что у нас есть Тома. Ага, тут оно же еле-еле на гвоздиках держалось. Руками гвозди вытаскиваю. Так, а здесь у нас жили осы или шершни, что-то подобное. Так, гнезда им убираем отсюда. Сюда. В общем, 2 дня у нас ушло на расхламление этой комнаты и вот на расчистку от паутины и мусора. Да, все мы это расхламили, уже более-менее поубирали. Но теперь еще нужно сделать хоть какой-то маломайский ремонт. Самая большая проблема здесь все. Но больше всего нас беспокоит потолок, потому что частые перепады температуры и влага, и он обсыпается. Это у нас дранка на глине, и ей уже много-много лет. Поэтому что мы придумали? Наверное, мы возьмем несколько листов ОСБ и весь этот потолок подошьем. Ну, а стены тоже хорошо церезитом поштукатурим, потом побелим. Ну и будем потом уже заниматься самой мебелью. Сколько успеем, все вам покажем. А здесь я мою самовар после того, как он остыл. Делаю я это в горячей воде с помощью кислородного очистителя. Посмотрите, как заблестел самовар. Металлическая поверхность сохранилась довольно-таки неплохо. Интересно, сколько же ему лет. Давайте посмотрим. А здесь можно увидеть год, вернее, вот год выпуска этого самовара. 1972 год. Представляете, сколько ему лет? Цена ему 21 рубль. Емкость 3 литра. Так, и вот аббревиатура завода, который выпустил этот самовар. Если вы знаете, как расшифровывается эта аббревиатура, то напишите, пожалуйста, в комментариях. Буквы
З, Ш, В. Почистили самовар, придали немного блеска, но пить пока мы с него не будем, потому что здесь немного он протекает. И накипь. Накипь я почти вычистила все, но еще немного нужно будет над этим поработать. А пока мы его поставим в наш музей ретро-находок. О, вот такая красота. Оп. Такой подоконник не очень ровный. И даже эта пшикалка плохо стоит. Знаю, что многие напишут нам, что было бы проще всю летнюю кухню обшить листами ОСБ или вообще снести эту летнюю кухню, да, под корень и построить новую. И отвечу, что да, это было бы, конечно, легче, но финансы поют романсы. Если бы было много денег, то мы, конечно, так и сделали. И обещаем, если заработаем денежек, если их будет у нас больше, то мы, конечно, построим все новое. Ну а пока делаем то, что можем, и то, что в наших силах. Благоустройство дома также не стоит на месте. Как вы помните по нашим прошлым видео, эту люстру Роман сделал своими руками. Но создавалось такое впечатление, что работа не окончена, поэтому решили отдекорировать ее с помощью вот такой виноградной лианы. Как-то необычно. Вроде бы искусственные цветы, но такой эффект, как будто бы у тебя живое дерево здесь. Возможно, нужно еще одно обкрутить, а то как-то так бедненько получается. На это бревно у меня ушло лианы. Каждая была по 2,30, получается 4,60. 4 метра 60 сантиметров лианы. Посмотрите, какая красота получилась. Мне все нравилось в этой люстре, но как будто бы чего-то не хватало. Когда я увидела эту лиану, я как раз подумала, скорее всего, что вот озеленения и не хватает. В интернете видела картинки, что такие люстры, их можно озеленить. Возможно, кто-то это делает с настоящими цветами. Я делаю с искусственными, потому что здесь настоящие цветы. Климат не подойдет для них, а вот искусственные в самый раз. На щетке церезит должен держаться еще, по идее, крепче. Может, на пару лет и хватит. Так, ну получается 5 листов. Должно хватить. Должно, да. Нарежем и Напилим. примерим. Да, напилим, нарежем и примерим. Церезит уже практически просох. Еще включил немножко обогреватель. Сейчас погоняем, может быть, часик-два, чтобы окончательно он уже хорошо схватился, потому что ночью все равно холодно, и он еще где-то местами немножко мягкий. Поэтому сейчас подсохнет, немножко подождем и будем белить его известью. Все стены по периметру.
Побелку делаем такую густую, похожую на сметану, чтобы если даже где-то щели остались, то тоже можно было их затереть. Также у нас для побелки есть два варианта. Такой старый дедовский метод и уже, наверное, более современный, такая щетка. Ей можно, как раньше говорили в рекламе, достигать труднодоступные места. Поэтому, наверное, ей сегодня белить и будем. Возле электричества нужно белить особенно аккуратно, чтобы током не ударило. Поэтому возьму маленькую кисточку и лучше ей пройдемся медленно, но безопасно. А еще мы с вами смастерим держатель для бумажных полотенец. Для этого нам понадобится одноразовый контейнер, а также картонная трубка из-под пергаментной бумаги, либо из-под фольги. Навожу жидкий раствор из алебастра, вставляю нашу трубочку по центру, и чтобы раствор хорошо схватился, я оставила его остывать до следующего дня. Далее убираю одноразовый контейнер и крашу подставку в белый цвет. Еще мне захотелось сделать эффект мраморной крошки. Для этого мне понадобится черный колер и кисточка. Вот такая получилась у меня подставка для бумажных полотенец. Очень крутая и простая идея, и мне очень хотелось с вами ею поделиться. Получилось у меня, и я уверена, что у вас тоже получится. Один мой хороший друг, Миша, он много лет проработал в ЖЭКе, также учился на маляра-штукатура. Вот, и он рассказывал, что их учили белить вначале по вертикали, а потом еще раз проходить по горизонтали. Ну или наоборот. Но суть в том, что так проходить, а потом так. И тогда щелей меньше будет, ну и сама побелка будет лучше ложиться. Видите, надо вначале так пройтись, сверху вниз, а потом слева направо. Ну, послушаемся его совета. Сейчас так пройдемся, немножко подсохнет, а потом еще по горизонтали. Да, это старый холодильник, наверное, больше никогда не будет работать. Уже и двигатель этот висит на честном слове. Поэтому, наверное, мы его или выкинем, или попросту будем хранить там какие-то вещи. Будет как такой шкафчик с полочками у нас. Кстати, двигатель еще кажется рабочий, поэтому хочу сказать своим знакомым, кто смотрит наш канал, если вам нужно, обращайтесь, обязательно вам его отдадим. Добелил все стены, пока вентилятор работает, они подсыхают, немножко расставим мебель и потом, через может часик, будем уже подшивать потолок.
Викочка намыла два разных стакана для ручного миксера. Один белый, а другой такой желтый. У них тут цена, кстати, есть. Цена 6 рублей. А этот? А этот тоже 6 рублей. 6 рублей. Два стакана, один миксер. Мы с Ромой захотели приготовить молочные коктейли, такие, как нам готовили в детстве. Для этого у нас есть два вида варенья, малиновое и вишневое. Ты с каким хочешь вареньем? Я хочу с вишневым. С вишневым самое вкусное в мире. Ну и малиновое тоже очень вкусно. Так, ну еще для этого мы взяли домашнее молоко и 2 порции мороженого. Так, сразу мороженое надо бросить, да? Да, давайте. Так. Пломбир обязательно. Оп. Не, у меня уже отделяется. уже. У меня уже Ой, у меня отделился. супер. Стаканчик. Так, теперь молока. Молоко? По кружке. Давай по кружке. Да, чуть больше, 1,5. 1,5 кружки нам. Ну, мне 1,5. Давай. Так. Ага, выливай. На тебе ложку для твоего варенья, а мне для моего. Так. Ароматные. Я не знаю, наверное, ложечек 5 надо, да? Ну, я 2 буду добавлять. А я побольше. Ладно, я тоже. 5 ложек. Ну ладно, 4. Так, ну и теперь самое интересное. Это взбивание коктейля. Давай ты. Оп. Да, берешь, мешаем. Ладочки. Так, отсоединяем. Самое главное, чтобы хорошая пенка была. Надо крутить очень быстро. Чтобы электрическим миксером было завидно. Хватит? Или еще? Давай еще немножко. Мне аж самому интересно. Так, давай будем пить. Теперь сначала мой, а потом твой попробуем. Так. О, вот, гляньте, какая пенка. Замечательная. Вкуснотища. Нельзя отрываться. Усы выросли белые, не? Нет. Ну, теперь Вики на очередь. Давай, Викулечка, у тебя все получится. Я не так, как ты, быстро. Давай, крути. После часа должна быть хорошая пенка. Так, уже не терпится попробовать. О, пеночка образовалась. Цвет напитков, цвет стаканчика. Какая пенка густая. О, у тебя еще симпатичней. Прям такой, как сливки, да? Угу. Какая вкуснота. Теперь коктейли будем пить только дома. Мне кажется, что у тебя вкуснее. Да. Давай меняться на... А то я попробую. Ладно, немножко осталось еще. У тебя пенки больше. Ты, наверное, сильнее крутила, чем я. Я подскажу секрет. Мне Рома помогал. Очень вкусный получился коктейль. Может, вы знаете какие-то другие рецепты? Может быть, с яйцом или еще с чем-нибудь? То тоже напишите нам, пожалуйста, в комментариях. Невозможно оторваться. Ну что, будем теперь крепить листы ОСБ. Взял шуруповерт, это мой сегодняшний главный инструмент. И 2 пачки саморезов на 75
на 76, вернее, или если они будут коротенькие, еще взял на всякий случай на 95. Викочка мне будет помогать, и будем стараться как-то обрезать, крепить и уже хороший делать наш потолок. Так, берем этот лист один. Опа. Переворачиваем. Вставляй. На меня. Чуть-чуть. Еще. К вокругу. Что тебе самолет давать? Какой говоришь? И шуруповерт. Наш Ладно. шуруповерт. Давай. И самолет. Какой? Другой. Держи. Так и будем спать. Так, о, один держит. Так, подожди. Держи. Давай сиденье тут прикручу. И нам будет намного легче. Есть. Ура! Так, давай еще тут вот. Так, давай. Вот тут? Давай здесь. Иди. Ага, вижу. Ну, о, уже держится. Первый лист положили, как будто весь потолок. Теперь по периметру пройдемся. Или по середке пару штук. Ну все, первый лист уже на месте. Сейчас возьмем еще электролобзик, отпилим вот такую часть и тоже сюда прикрепим. А потом будем опускаться вниз. Хорошо бы держаться на помочь. Ну что, поштукатурили, позаделали все дырки, побелили и уже подшили потолок. Так что получилось так довольно чистенько, красиво. Конечно, еще нужно тут много чего сделать. Предстоит много работы у нас. Еще к следующей неделе мы постараемся отреставрировать и покрасить кое-какую мебель. Может быть, вот это, что за моей спиной, стол, тоже заменим проводку, может быть, постараемся. Ну и так тоже сделаем по мелочам. Это будет у нас такая хорошая, просторная комната, мастерская, где можно будет что-то ремонтировать и делать разные поделки.
На этом мы будем заканчивать наше видео. До новых встреч, дорогие наши зрители. Пока-пока. Альфуша, маши ручкой. Пока-пока.